Привет, ребята, с вами Чиабатта. Да, как я вам и обещала в прошлом ролике, сегодня будет необычная тема. Я хочу рассмотреть как психологию в игре Салли Фейс, так и психиатрию. Совсем недавно я упоминала психоз Виндиго, но больше я хочу просто поговорить о возможных психических отклонениях. Как вы думаете, мог ли Салли на самом деле быть жертвой какого-то несчастного случая, и в дальнейшем, не справившись со своей внутренней болью, он придумал собственный мир, где и проходят действия игры? Давайте начнем с самого начала. Стив Габри начинает повествование в больнице, где Салли рассказывает, что все было как в прошлый раз. Салли помнит этот день, и он играет огромную роль в его памяти. Мы находим ключ, на котором написана цифра 5, что говорит о номере палаты, где лежит мальчик. Хочу вернуть вас к черному миру, где именно 5-я комната была забита досками, и оттуда доносились страшные звуки. Возможно, Салли перенес не одну операцию, и то, что случилось с его лицом, еще предстоит нам узнать. Но сейчас, анализируя его сон, мы можем предположить, что виной стала собака. Но если действительно разбирать ситуацию, то все становится еще больше запутаннее. Тут мы с вами видим дикого пса, а вот уже здесь скелет и ошейник, что говорит о том, что собака была домашняя. Тут, прежде чем поговорить о том, что же все-таки случилось, я хочу вспомнить возможное название следующего эпизода – Memories and Dreams. Воспоминания и мечты, как переводят многие. Но, на мой взгляд, тут вернее воспоминания и сны, ну или грезы. То есть мы не просто окунемся в воспоминания Салли, но и, наконец, отделим то, что действительно было наяву, и то, что являлось лишь сном парня. И все становится на свои места. Да, собака, скорее всего, была, но что-то мне подсказывает, что она могла выбежать на дорогу, за ней бы побежал Салли, мама могла бы схватиться и побежать за ним, выехала какая-нибудь машина, допустим, грузовик, тем самым Салли зацепила, и он получил неплохие повреждения головы, и, следовательно, ему повредила часть лица, а мама получила еще более серьезные травмы и не смогла справиться с ними. Салли по наставлению отца отправляется в больницу, где мальчик с травмой головного мозга пытается снова начать жить, но, к сожалению, он не принимает реальность как таковую и сотворяет свой собственный мир, выходя за пределы 5-й комнаты. Каждая палата ассоциируется у ребенка с квартирой, где живет определенная семья. Например, есть дети его возраста и ребята постарше, ведь по сути все жители апартаментов имеют свои странности и, можно сказать, даже отклонения. Например, Пых борется с зависимостью от еды. Семья Тодда указывает на образ жизни хиппи, где, возможно, рыжеволосый персонаж просто получил свою психологическую травму. Чарли падок на коллекционирование, Дэвид бывший наркоман, а студенты колледжа тоже все как на подбор. И муж миссис Сандерсон вовсе покончил жизнь самоубийством. То есть все в этой вселенной как будто не просто так. Если же взглянуть на самого Салли Фишера, то мы видим тоже нездоровую картину. Первый у парня явный рахит – заболевание детей грудного и раннего возраста с расстройством костеобразования, которое зачастую появляется от недостатка солнца. Возможно, Стив хотел нам показать именно то, что Салли очень много времени провел в помещении, а может быть вовсе заперти. Помимо этого, я хочу отметить возможное расстройство сознания, о котором свидетельствует автоматизм пальцев рук Салли, что является одним из автомоторных признаков нарушения сознания. Хочу отметить для вас, чтобы вам проще было воспринимать эту информацию, которую я вам сейчас поведала, что сознание – это высшая степень отражения действительности. То есть та самая реальность, что мы с вами наблюдаем. Но в то же время сознание может не только отражать происходящее, но и использовать накопленные знания для удовлетворения потребностей человека. Или попросту заменять реальное нереальным, чтобы организм мог справиться с той или иной психической проблемой, порождая галлюцинации. Часто дети в раннем возрасте видят животных, которых по-настоящему нет, и тут самое время вспомнить того песика, которого хотел погладить маленький Сал.
Чем старше человек, страдающий таким недугом, тем обширнее становится область галлюцинаций. Существуют признаки двойственности окружающего мира, когда больные как будто живут в двух мирах одновременно, мешая то, что происходит, с тем, чего на самом деле нет. Также у человека начинается появляться эффект дежавю, когда новые ситуации воспринимаются как виденные ранее. Тут мы можем вспомнить фразу «все было как в прошлый раз». Также, что, скорее всего, могло коснуться исключительно Салли Фишера, это делирий – иллюзорно-галлюцинаторное помрачнение сознания. При засыпании на темном фоне видится чудовище и куски тел, а в сумраках на обоях и предметах больной может видеть иллюзии, например, как Салли видел события, происходящие в его тетради. В острой стадии больной начинает ощущать себя в другом городе, совсем в иной обстановке, а также в его поле зрения появляются враги. Допустим, в нашей истории это культ. И вот тот момент, когда больной начинает жить в мирах фантастическом и реальном, которые причудливым образом переплетаются в сознании. По итогу человек помнит лишь фантастическую часть, а реальные события забываются. И именно это может происходить на протяжении всей игры Салли Фейс. Спровоцировать острое состояние могла как раз история смерти матери, где ту не удалось спасти, и ребенку в итоге, возможно, и взрослому Салли приходится переживать это и по сей день. Ведь если вы помните, то психологу уже взрослый Фишер говорит, что с Ларри они не виделись после выпускного. А кем же тогда был Ларри Джонсон? Возможно, и правда простым сыном уборщицы, поэтому этот этаж был доступен только для персонала, а ниже там был никакой не культ, а морг. А кабинет миссис Пакертон был хирургический и ассоциировался у ребенка с помещением, где делают из людей колбасу и спускают кости в подвал, ну или трупы в морг. Поэтому на счетах учительницы были только подростки. Миссис Пакертон счастливым образом жила в апартаментах и в то же время преподавала в местной школе, но одна из моих зрительниц задала мне очень интересный вопрос, а почему номера кабинетов так похожи на номера квартир в апартаментах? И это действительно так, мы вроде как не поднимаемся по лестнице и прекрасно знаем, что старшая школа Нокфилла имеет лишь один этаж, но тут есть кабинет 202 и так далее, где на втором этаже живет тот. И кабинет, где он стоит, находится в холле 2. Возможно, и даже школу Салли мог придумать, а миссис Пакертон действительно вела уроки, чтобы хоть как-то дети знали школьную программу. Такое действительно практикуют в больнице. Отец Салли говорит в начале игры, что его сын не убийца. Скорее всего, этот сон больше оправдание ребенка, что винит себя в смерти матери. И внутренне борется с этим случаем. Был ли Салли реально убийцей, непонятно, и насколько оправдан суд, был ли он воображаемый или же настоящий, сказать сложно, но вот электрический стул у меня ассоциируется с лечением электрошоком, который раньше часто практиковали психиатры. И тогда любимая всеми теория о том, что Салли не побрили голову, имеет место быть. Да, не сбрили. Да и не нужно было. Ток как будто возвращает Салли к реальности, и именно с этого мы начнем 5-й эпизод. Вследствие электросудорожной терапии может как раз меняться сознание и теряться память, и тогда снова все становится на свои места. Последнее, что сегодня я выделю для объяснения того, что все творится в голове у Салли Фишера, это чай Эдисона. Да, все просто. По счастливой случайности в квартире на первом этаже выдают странный усыпляющий чай. Да, скорее всего, это кабинет, где через окошко выдают больным лекарства, и местные детишки дают успокоительному название «Чай Эдисона». Все эти моменты объясняют все, что произошло в игре, и делают из невозможного возможное, приближают историю к нашей с вами реальности. Оставляйте комментарии о том, что думаете по этому поводу вы. Спасибо большое за просмотр, и всем пока-пока.